Итак, начинаем пеший поход по Буэнос-Айресу. Начинаем его с вокзала Ретиро, вот там вокзал. Тут же автобусный вокзал, потому так много автобусов. Там центр города, а мы пойдем вот так вот, ну, скажем так, не по самым красивым районам. Мы пойдем прямо вот мимо, сейчас только перейдем где-то, мимо вокзала. И да, вот тут и перебежим, пока машин нет. Мимо вокзала, мимо Вижи. Пока машины не поехали, побежали. Потому что жарко сегодня, ребята, 35 градусов. Можете представить, что не так уж классно ходить, когда 35 градусов. Но мы хитрые, мы пойдем. Так, вокзал Ретиро. Пригородные поезда, да и по другим, не только пригородные. За ним Вижа. Потому вот эта вся торговля тряпками. Видно, вот видите, тряпок куча. Это все Вижа торгует. А там наверху Омнибус. То есть этот, как его, автобусная остановка. Автобусы и в другие города, которые ездят, вот оттуда выезжают. Вон народ пошел, вот там вот оттуда вокзал большой автобусный. Мы прямо. Сейчас я перейду на ту сторону, чтобы по тенечку. Вот здесь сделали такое для грузовиков, смотрите. Раньше в порт грузовики возили грузы вот здесь, и нельзя было ни проехать, ни пройти, как сказать. Соответственно, сделали такую подземную трассу, которая заезжает, и грузовики валят в порт со своими контейнерами по этой подземной трассе. А мы пойдем по верху. Не рекомендую вам бегать с камером по Вижам. Ну, конечно, есть герои, которые хотят. Это экстремалы. Ну, хотите, бегайте. Я просто сказал, что я не рекомендую. Так, светофор был вообще-то, наверное, еще красный. Ему я имею в виду. А может и мне. Фиг ее знает. Одним словом, это не самое важное. Пошли. Так, музыку слушают, шмотки продают. Сегодня видел, сейчас 35 градусов, шорты, майки. Сегодня видел мужика, который туда пришел в тапочках и в шерстяных носках. Я думаю, ну нифига себе в такую жару тапочки, шерстяные носки. Так как мне скоро в дорогу и надо заправляться. Infinia стоит бензин мой 187,3 копейки. 187 песо за литру бензина. Народ, смотрите, стоит, уже заправляется весь. Оля! Te veo siempre, ¿cómo andas? Gracias. Tranqui. Sí. ¿Qué pasa que no va a dejar mucho calor? Mira, gracias. Cuídate. Buen fin de semana. Buen año. Igualmente. Чао. Ребята, встретил подписчика. Ну, я не знаю, но он говорит, что мой подписчик. Сфотографировались, пожелали друг другу этого самого хороших конца года. Вот. На улицах, в общем, надо фотографироваться, ходить. Теперь, значит, я что рассказывал. По бензин по 180 лишнего, 187 за литр. А это значит, там, вот там вокзал. Вон он, вокзал автобусный большой. А это значит, что сегодня доллар у нас где-то в районе 300 песо за 1 доллар. Это я для тех, которые вечно просят в долларах рассказывать. Вот и считайте. Все цены, которые я называю, из расчета берите 300 песо на 1 доллар. Поняли? Хорошо. Так. Тут базар. No. Базар. По этому базару чуть на Вижу не заперся. Он туда идет, видите, и пошел. А я хочу держаться вдоль набережной. Кстати, вспомнил про набережную и вспомнил про то, что у меня одни права уже просрочены на моторку. Ну,
сколько они просрочены, полгода. А вторые права вот заканчиваются в этом месяце, которые на яхту. И надо их продлить. Так что в следующем году в начале продлю. Никак не соберусь. Но я как-то спрашивал у префектуры Наваль. Префектура Наваль, морская полиция. Сказали, что если не дольше 3 лет просроченные, то продлят без проблем. Почему так? Потому что, знаете, морские права всякие, оно ж так. А вдруг ты где-то плаваешь на каких-то островах на другом континенте, ты не можешь вовремя просто для продлевания прав возвращаться. Соответственно, тут сроки такие. Если до 3 лет, то можно продлить без проблем. Надо взять справку от медиков, надо заплатить, сфотографироваться, пару фотокопий сбахать и прийти сюда продлить. Потому что, говорю, сюда, в этих краях находится находится префектура Наваль в этих краях. Так. Префектура Наваль — это морская полиция. И вот им надо принести все эти бумажки, потом старые права, и они выдадут новые. Знаете, на что я навожу? Вот смотрите, написано «Каса де Монеда». Монетный двор Аргентины, где печатают неустанно наши бумажки песо. Когда-то, кстати, сейчас он сидит, то ли уже выпустили, бывший наш вице-президент, он был монотрибутистом, и он имел эти печатные станки. Потом, в конечном итоге, он продал эти печатные станки правительству. Вот монотрибутисты у нас хорошо живут, да? Печатные станки, которые печатают монетки, ну, в смысле, эти бумажки наши, имел монотрибутист. Потом его посадили, по-моему, уже выпустили, а может, еще и не выпустили. Кстати, вице-президентом он был при Кишнер. А Кишнер Кристину тоже вчера приговорили к 6 годам. Ну, хотя это все такие, знаете, приговоры, это все такие больше виртуальные. Почему больше виртуальные? Потому что кто же вице-президента посадит реально. Ну, то есть так, политически, как бы да, но у нее еще есть куча, ну, в общем, она может еще обжалований всяких делать кучу, и это будет бесконечно. Но мы не про них, мы про пушки. Вот, смотрите, какие пушки здесь стоят. Пошли дальше. Что это у нас? Жандармерия Националь. Жандармерия Националь. Ну, хорошо. Что сказать? Ой. Давно я тут не был. Наверное, года 4 я не был в этом. Потому что последний раз, да, 4 года или 5 лет. Когда права получал на яхту, вот, морские, тогда и был. Сюда приходил, здесь их получал. А автобус, похоже, сгорел. А мне кажется, что этот автобус сгорел. Так, хорошо, здесь хотя бы деревья есть, холодочку немножко пройти. А то дальше на набережной там деревьев не будет, там будет каюк целый. А завтра хоть и каюк, но я еще хочу порыбачить, в парк пойти. По одной простой причине, что потом парк закроется на подготовку к летнему сезону. Подготовку, там пляж будет городской для детей, ну для взрослых, понятно. Так, мы находимся в районе порта. Смотрите, куча контейнеров. Видите? Куча контейнеров в этих краях. Почему я говорил, что я был здесь лет 5 назад? Потому что вот центральный офис префектуры Наваль, Аргентина, да? Вот. Префектура де Буэнос-Айрес. Префектура, морская полиция. Здесь мне надо продлевать будет права приходить, вот им отдавать. И здесь я их и получал. Они на 5 лет. Вот теперь надо будет прийти, отнести им бумажки
они должны мне продлить на яхту и на моторку. Чего я так запустил на моторку? Потому что, в принципе, права на яхту мне дают право управлять моторками без ограничений на мотор. В смысле, если просто на моторную лодку права, они там имеют свои ограничения, не длиннее того, не мощнее того мотор и все такое. А уже вторые, которые у меня на яхту, те мне дают возможность как бы пользоваться и лодками без ограничения на мотор, и там, в общем, по длине, и по всему, в общем, все разрешения. Соответственно, я прикинул, как бы они, получается, дублируют первые. И так как они дублируют первые, я прикинул, что и нафиг надо их как бы продлевать. Можно продлить одни, которые более главные. Ну просто пипец какой интересный райончик. В плане того, что сверху надо мной автописта, то есть это самый скоростная дорога под низом. Вообще фиг поймешь чего. Порты, все закрыто, контейнера. То есть район не очень туристический, смотрите. Здесь контейнера, сверху, вот, автописта. Ну, я думаю дойти до того места, где будет более интересно, где начнется набережная. Надеюсь, вам видно. Вот это для Вижи пыталось государство построить домики, чтобы их переселить. Я что-то не очень вижу, чтобы они сюда захотели переселяться, но смотрите, как у нас сразу отличаются государственные постройки, гляньте. Ну, раскрасили красненькие, зелененькие, синенькие, но такие бараки бараками, блин. Вот, Вижа расстраивается, полиция везде. Ну, в общем, стрёмненький райончик. Я туда не пойду. Желающие походить, это Вижа 31. Вижа 31. Вот, это новая ее часть. Ну, а за той дорогой там будет старенькая. Но я вам не рекомендую ни на новую, ни на старенькую не ходить. Ну, кроме, конечно, конкретных психов. Ладно, мы будем сейчас сворачивать отсюда. Что-то меня достала уже эта дорога. Как вам такой Буэнос-Айрес? Надо же разный Буэнос-Айрес видеть. Не только тот, который вам показывает Мануэль де Хулио. У нас и такие места существуют. Хочешь, приходи, живи, кто тебе тут запретит жить. А то там вижу, некоторые говорят, не могу, не найду где жилье. Вот, пожалуйста, куча. Смотрите, можно мастерскую открыть, вон там яма. Видите, как хорошо. Да, супер, даже не капает сверху. И соседи хорошие. Вон, что хочешь, то и делай. Ладно. Пойдем сейчас куда-нибудь выпрямся. Надо же полазить по разным райончикам. Сейчас главное, куда выпереться, не выпереться бы обратно в этот самый. Так, давайте, наверное, что-то туда заворачивать в сторону центра. Ну вот, женщина с супермаркета едет. Тык, тык. До кучи. Пойдем по этой дороге. Обратите внимание, здесь стоят грузовики, ожидают какой-нибудь загрузки, то все. И рядом вы часто можете и на трассе, и просто около грузовика увидеть маленькие машинки с надписью «Seguridad». Это охрана вооруженная за машинами. Вот, к примеру, едет одна такая. Видите? Вот когда машина груз везет куда-то по Аргентине, ну, чтобы не тырили грузы. Кстати, раньше даже сигареты по магазинам развозили, и сзади ездила за грузовиком вот такая охрана. Вот. И в то же время подписчик мой тоже там на заправке был, если вы заметили, он тоже сидел в машине, по-моему, охраны, которым я фотографировался. Так что тут не просто так, смотрите. Видите?
Тут ездят такие машинки. Часто бывает, так едешь на трассе, смотришь, впереди идет грузовик, а сзади легковушка. И легковушка не обгоняет. И вот впечатление, что думаешь, что он тянется. Потом подъезжаешь ближе, а это, оказывается, охрана. Потому и не обгоняет, потому что они из-за этой машины. Они могут не обязательно быть разрисованными, могут просто вот такой машине ехать. Как правило, у них есть разрешение на оружие, и они ездят там с этими, со своими ружьями. Портовая часть, что хотите. Так, скоро мы выйдем к тем местам, которым я направлялся, в принципе. То, что тут неинтересно. Там, кстати, будет Костанера Уно магазин. Вон там как раз в конце этой дороги. И там начнутся набережные, которые я, в принципе, и направлялся. Я вот еще воды где-то купил бы. Набережная вот уже тут наступает. Так, Костанера. Жарище. Я говорю, надо уже где-то киоск какой-то увидеть. Фиг тут еще увидишь этот киоск. Круто. Тут аэропорт, тут какое-то разломанное здание. Тут даже где-то живут люди. По-разному есть. Какие-то элеваторы старые, ржавые. Так, вон вода. Пошли хотя бы к воде. Ну их нафиг. Ой. Пойдем, воду уже увижу. Так. О, смотрите, какой классный. Вау. Это я хотел прийти уже к воде. Около порта. В общем, стрёмные райончики я вам показываю. Вот от ретиров под этими всякими дорогами. Это и есть стрёмные райончики. Так, рыболовный клуб, на котором мы рыбачили. И здесь я начну смотреть одно место, которое меня интересует. Только перейду когда. Как вам снаружи едешь, смотришь, домик красивый, под низ посмотрел. Фиг чего. Ладно, давай переходить уже. Я когда-то рыбу здесь ловил. Вот, в некоторых местах. Здесь нормально, кстати, поклевывает. Это порт, старые суда. Сюда рыба заходит, карп. Вон там я ловил. Хочу пройтись, посмотреть, есть ли сегодня там рыбаки или нет. Вот. Но раньше тут можно было хоть как-то машину оставить, а теперь, по-моему, особо не поставишь. Загородили. Как вам райончики? А то некоторые говорят, не знаю, где поселиться. Да вот, бери, поселись. Тут все прикольно, тут все рядом. То есть я к чему это веду, что Буэнос-Айрес, он настолько разный. Одно дело, как бы, ходишь в центре, ходишь все там Бельграно, Кабильо, Нунес, там, Палермо, ну, одним словом, это самое. Те районы. А есть вот порты, вижи, окраины. И это мы еще не выходили, это в Капиталь-Федерале, мы еще не выходили за Капиталь-Федераль, чтобы там рассмотреть хорошенько. Ну, орел хороший, мне нравится. Орел нарисованный на домику. Довольно прикольный. Видите? Там машины закрытые. В другом месте тоже видел машины закрытые под таким развалюшкой. Вон там что-то люди делают. А так вот можно пройтись, посидеть. Так жаль, деревья не выросли никакие здесь. Так, ну-ка, можно ловить или нет на том месте, куда я иду. Здесь куча карпов. Ребятки. Красота. Аргентину надо любить. Как говорят, любой. И такой, и другой. Он с аэропорта взлетает. Сейчас мы пройдем до аэропорта. Вчера смотрел кинокомедию про самолетики.
смотрел кинокомедию про самолетики. Было написано в ютубе, что типа ржачная кинокомедия, просто ты, блин, рот порвешь от жрачки. Ну, конечно, там улыбнулся пару раз, 4 серии. Ну, сам, в принципе, был прикольный фильмчик. Ну, не знаю, где там жрачку нашли, но фильмчик так был более-менее прикольный. Там фильм про какого-то артистов было знаменитых много, про какого-то пилота, у которого был второй пилот девушка, которая в него влюблена, он в нее влюблен, но все время они искали кого-то где-то. Ну, в общем, летали туда-сюда бесконечно с какими-то аквариумами и рыбками. Что-то откуда это такая, спрашиваешь, откуда вода у вас такого стиля? Ну вот потому что вот, видите? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Hay pique o no? ¿Eh? ¿Hay pique? No, no hay nada. No hay nada. No, no. ¿Y carpa? ¿Algunas carpitas? Está flojo. ¿Está flojo? ¿Por calor? ¿Eh? ¿Por calor? Sí, no sé, está medio muy picado el agua. Первый рыбак ничего не поймал. Сейчас посмотрим, тут поймали что-нибудь или нет. ¿Hay pesca? ¿Qué pescaste? La carpa. Carpa. ¿Puedes filmar? Wow. Porque ahí, hombre, no pescó nada. Por eso quería saber a ver si de esta punta se pesca algo. Sí, acá por lo menos hay pesca, mira. No muy grande, pero igual es carpita. No, a nada. Claro. Ahí está. En la lata. Ajá. Ahí está. ¿Puedo? El sábalo está colgado, ¿viste? Ah, ¿y sábalo pescaste? Sí, ahí está. Justo estamos hablando sobre sábalo, ¿viste? Oh, entonces vamos a ver más. Hasta salieron. Así vemos, mira. Sí, sábalo está, seguro. Mira. Pesca. Ahí está colgado sabalito. Y bagres. Oh, un montón de bagrecitos. Bueno, algunos chiquitos, pero hay gentes que, bueno, no tiene posibilidades para comprar todo en el supermercado. Por eso, come que pesca.